Ты что-то все сильнее мигаешь, прости, я не знаю, может быть у вас, мироходцев, такое норма, но это выглядит прям очень странно. И что нам делать? Я должен попрощаться с Ричардом. О, мы успеем. Давай, побежали. Самоосознание. Именно это короткое слово идеально описывает не только предыдущую серию, но и практически весь сезон. Наконец-то наш персонаж действительно понял, кто он на самом деле. Он понял, откуда шел запрет на воспоминания, от чего были галлюцинации и кто стоял за блокировкой магических способностей. Сейчас расскажу поподробнее. Друзья, большая история и ее несменный ведущий Лололошка. Приветствуем вас на заключительной серии сезона «Последняя реальность». Да начнется финал. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы готовы закончить. Да, предыдущая серия явно дала понять, все не зря. Лолошка впервые буквально за все сезоны осознал то, кем является. А самое главное, осознал, кто мешал ему на протяжении кучи сезонов. Подсознание в роли междумирца. Именно оно блокировало всю мою магическую силу, телепортировало неведомо куда и направляло по ложным следам. Междумирец буквально говорит: я тот, кем ты должен был стать. Я вел тебя к этому, но ты не смог. Я должен был возродиться и выжить. На мой ответ: это не тебе решать, ты уже давно мертв, Маска ответила лишь краткое: ты стал большим, чем я. На этой фазе могу сказать две фразы, но лишь одна будет правильной. Первое: мое самоосознание завершилось, и второе: мое самоосознание началось. Я склоняюсь к тому, что наш персонаж еще не до конца понимает, что переборол и что может достичь отныне. Поэтому да, самоосознание и завершилось, и началось заново. Как бы философски это не было натянуто. Так, окей, многие наверняка заметили, что у меня какая-то проблема с барами. Сытость, жажда, выносливость, здоровье. Я не понял, ты что такое? Почему оно мигает? А еще какой-то эффект. Зов Междумирца. Слушайте, название такое немного опасное. Эй, Рич. Так, Ричард, подожди. Дилан, привет. Эй, Ло, проснулся? Как себя чувствуешь? Знаешь, я вот жестко нервничаю. У тебя нет ощущения, что мы как будто в конце нашего пути? Дилан, немножко есть. Я бы даже сказал, не немножко. Я не понимаю, что делать дальше. Ну, точнее, понимаю, конечно. Изменения в J-Company — это далеко не финал. Работы с людьми предстоит еще нереально много. Надо будет законы переписывать, менять правила, работать с населением. Но это все понятные шаги. Как будто главное это уже сделано. И тот факт, что ты нашел маску... Ло, значит ли это то, что теперь ты можешь вернуться? Но если да, то как? Я почему-то думал, что как только ты получишь маску, то ты что-то поймешь, почувствуешь. Наверное, я просто выдавал желаемое за действительное. Дилан, ну, на самом деле я действительно что-то чувствую. Какую-то пульсацию, силу, которая просится наружу. Меня как будто что-то зовет. Вот оно, что это за пульсация. Зов Междумирца. Так, окей, прям так и напишем. Зовет? А я ведь уже сталкивался с таким. Саймон, что за... Я же просил тебя так не врываться. Люди не любят, когда их подслушивают. О-хо-хо, сказал автоматон, который жил в телефоне и следил за всеми своими друзьями. Да, это другое. Я этим совсем не горжусь. А это все сейчас не важно. Эй, Лолошка, я уже слышал про этот зов. Мне про него рассказывал Джон. Последний раз это было за день до того, как он исчез. И появился ты. Что? За день? То есть... Стоп, ты хочешь сказать, что у нас остался один день? Да, я ничего не хочу сказать этим. Врата схождения уже сломаны. Маленький ты автоматон. Чё, маленький? Саймон, мы вообще-то с тобой одного роста, если ты шляпу снимешь. А модель твоя не сильно старше моей. Так, ребята, алло, еще то, что я все это слушаю. Повторяюсь, я не маленький. О, Дилан, когда ты нервничаешь, ты действительно превращаешься в ребенка. Так, ладно, Лолошка, ближе к делу. Ощущение, которое ты сейчас испытываешь, это древняя связь. Для того, чтобы врата схождения или
отправления, как в твоей реальности они назывались, открылись, нужно, чтобы эти врата были открыты одновременно с двух сторон. Это механизм, который первые междумирцы придумали для... безопасности. Своего рода гарантия от непрошенных гостей. Если ты действительно чувствуешь зов, значит в другой реальности, Лолошка, тебя нашли и готовы вернуть. Но врата здесь разрушены, а значит зов постепенно угаснет. Пространство сдвинутся, и ты будешь потерян для своей реальности навсегда. Ух ты. И что мне тогда делать? А действительно, что мне делать? Знаете, мне кажется, я бы хотел остаться здесь. В этой реальности я чувствую себя как... дома? Я не останусь здесь. Мы найдем способ. Хорошо, а что мне делать? Ох, маленький мироходец. Ты прошел такой путь, но до сих пор спрашиваешь совета у других? Я поделюсь с тобой мудростью, которую когда-то рассказал мне Джон. Междумирцы и мироходцы имеют как минимум одну общую черту. Чтобы покинуть мир или реальность, они должны позволить себе это сделать. Позволить себе... И что это должно значить? Так, ладно, ребят, мне пора. Я ж все-таки теперь глава мегакорпорации. Всем удачи! Эй, Саймон, стой! Черт! Я ненавижу, когда он так делает. Ты понял, что он имел в виду? Ох, блин, ну честно говоря, нет. Я понял, что большинство ограничений я накладываю на себя сам. Окей, ладно, на самом деле то, что вот здесь так подписано, позволить себе, это в целом понятно. Но как я могу сам себе позволить что-то сделать? Как это работает? Я понял, что Саймон идиот, который ничего не знает. Но при этом прячет это за своими заумными загадками. Короче, я думаю, что большинство ограничений я накладываю на себя сам. Это подтверждается предыдущей серией. Окей, то есть, погоди, ты хочешь сказать, что ты сам не даешь себе уйти отсюда? Ну, вообще похоже на что-то, что ты действительно мог бы сделать. Но если портал схождения восстановлению не подлежит, то я вообще не уверен, что наш разговор имеет значение. Фу ты, блин, а. Не думал я, что все закончится без моего участия. Но мне нравится эта реальность. Я не против остаться. Я уверен, что этот ответ на самом деле... ну, полное фуфло. То есть он не сработает по причине вот этого. По причине вот этого. Оно буквально мигает каждую секунду. Так что да, я думаю, прямо сейчас мой ответ вряд ли что-то даст. GDH опасен для этой реальности. Мы должны убедиться, что схождение не подлежит восстановлению. Предлагаю разрушить загородный дом Саймона. Что? Нет. Что это за... отвратительно. Я должен сделать все, что в моих силах. Чтобы потом сказать, я сделал все, что мог? Уважаю, Ло, уважаю. Но что тебя здесь держит, ты подумай. Это знаешь, как с маской. Может быть, уговорить Линду на еще один сеанс, а? Что? Еще один сеанс гипнотерапии? Да нет. Я чувствую, что сейчас все зависит действительно только от меня. Я должен закончить все свои дела здесь. Ну окей, но ты же понимаешь, что тебе нужно закончить их как можно скорее. Если реальности изменит свое положение, Джодах с Джоном уже не смогут тебя найти. Короче, Ло, я скоро приеду, обсудим, что делать. Я с тобой, даже если это будет значить, что сегодня я потеряю тебя навсегда. Знай это. Как это мило. Так, мне дали задание. Что за задание? Зов Междумирца. Солус снова сделал это. Появился в неожиданный момент и поделился откровением, которое играет ключевую роль для меня. Как он сказал, междумирцы и мироходцы должны позволить себе уйти. Мне нужно быть уверенным в том, что я сделал здесь все, что должен был. Задача — позволить себе уйти отсюда, закончив начатое. Я не понимаю. Я правда не понимаю, о чем речь. В плане начатое. А что я начинал? Эй, Ричард. Ло, прикинь, у меня сегодня с утра наконец-то случился 1 000 000 подписчиков. Все комменты забиты просьбами и комментариями по поводу назначения Солуса. Фу, блин. Я договорился взять у него интервью. И, конечно же, Риордан уже как-то об этом узнал и настаивает, чтобы я отказался. Он боится проблем от J-Company, если я что-то не так скажу. Я и представить себе не мог, что он настолько плохого мнения обо мне. Хотя, ладно, это ведь именно он хотел, чтобы моим основным контентом стали пранки. Так что, нечему тут удивляться, вероятно. А вообще, знаешь, я очень ждал, когда добью до этого числа, 1 000 000. Если честно, даже думал, что это случится быстрее. Но теперь вот даже не уверен, а что чувствовать-то? Не знаю, чего я ждал, но мир не заиграл новыми красками. Тайны бытия мне не открылись. И я как боялся, что мой лучший друг уйдет от меня.
так и... Ай, ладно, прости, я все понимаю. В конце концов, может, изобретут какой-нибудь пейджер или, знаешь, что-как для переписок между реальностями. К тому же, у меня теперь есть Клео и Брай, и Тим, и Кана, да и Глен, который хоть и уехал, но не так же далеко, как ты. Да уж, ладно, мне, наверное, лучше заткнуться. Ща. У меня тут на самом деле свои дела, прости. Чувствуется вот эта неловкость. Погоди, а напомни мне, пожалуйста, какая у нас с тобой дружба? Статус отношений 100%. Ну да, это правда. Так, а Дилан тоже дружба. Господи, тут в списке все еще есть Санчес. Ну ладно, не будем отвлекаться. Итак, у меня зов Междумирца, оно все еще есть. Что мне нужно сделать? Надо закончить начатое. Закончить начатое. Честно, в голову вообще ничего не лезет. Так, ладно, может быть, я могу с кем-то поговорить? Глена, получается, действительно нет, он уехал. Здесь никого. И, судя по всему, если у нас раннее утро, то все на завтраке. Эй! О, да, Брай, привет. О, привет, Ло. Помнишь, я рассказывала, что меня позвали танцевать в клипе? Не помню. Ай, короче, сегодня этот клип наконец-то вышел. На аккаунте отметили всех танцоров и... Мой аккаунт нашла создательница сети школ танцев для детей. Мне предложили там работу. Говорят, что давно искали кого-то, как я. Им понравилось, что я знакома с классической школой, уважаю ее, но и при этом люблю современность. Предлагают мне самой разработать программу «Современный балет». Правда, если я приму это приглашение, мне придется отказаться от хаоса. И как минимум на время приостановить работу над блогом. Но это такой шанс, я вот думаю... надеюсь, мы продолжим общение с вами и с Диланом. Ну, даже если моя карьера блогерши прервется. Мы, кстати, с Диланом решили остаться друзьями. Он показал мне свою любимую компьютерную игру, и я поняла, что мой краш... Все, того. Какая-то дебильная моба-игрушка, которая отнимает кучу времени. Но Дилан, если что, все равно офигенный. Я очень рада, что у меня теперь есть такой друг. Знаешь, что он мне рассказал? Что это он благодаря тебе таким стал. Что до того, как познакомился с тобой, он ненавидел общение и людей. Что ты с ним сделал, Лолошка? Ты как принц, знаешь, который расколдовал принцессу. Ну ладно, я, наверное, все-таки дам положительный ответ. Школа танцев. Что ж, видимо, блогер хаус распадается. Всему есть конец. Тим, привет. О, здорово, Ло. Знаешь, я вот думаю, что мой отец все-таки во многом был прав. Может быть, он и ошибался, считая автоматонов нашей главной угрозой, но он все-таки знал, что нас обманывают. Я очень много думал последние дни. Настолько много, что уже устал откупаться от Риордана. Ведь я почти перестал выпускать видео. Я пытался переосмыслить все, что знал до этого. Понять, как так вышло, что... заблуждался я, короче... И вот, я понял! Все это время нами управляли инопланетяне! Что? Господи. Да. Тим, ну ты же не... Да ладно. Видал бы ты сейчас свою рожу. Шучу, не парься. Вообще, я понял, что самое важное в любых отношениях — это честность. Когда от тебя столько времени скрывают, что в правительстве и мегакорпорациях сидят автоматоны, что уровень продвинутости автоматонов настолько высок, что они обладают своим сознанием, нет ничего удивительного, чтобы попытаться собрать пазл из осколков информации. Мы получаем конспирологические теории. Я согласен теперь, что большинство моих размышлений звучали, как конспирологические теории. Да. Но ты единственный, кто знает, почему я так рассуждал. Надеюсь, ты никому не сказал. Ты про то видео, да? Не, никому. Я очень благодарен тебе за это. Спасибо. Пожалуйста. Я рад, что Новый год начинается с нового меня. Так, ладно. А теперь хавчик. Что это? Томаты? Семена томатов? Это странная еда, но ладно. Клео, привет. Ой, блин. Представляешь, Риордан опять скинул на меня обязанность искать нового соседа. Наш хаус довольно маленький относительно большинства. Неужели он не понимает, что мы гораздо сильнее прирастаем друг к другу? Глен жил здесь почти с самого основания. Я вообще не могу представить, кто может сейчас его заменить. Новичка точно будет ждать волна хейта просто из-за того, что он будет не такой, как Глен.
Как я могу, зная это, кому-то предлагать переехать сюда? Не говоря уже о том, что я сама не хочу и не готова к кому-то новому. Если что, с вами по-другому было, Ло, с Ричардом и с тобой по-другому. И вы отлично влились в нашу тусовку. Очень надеюсь, что вы все еще долго будете с нами. Я очень привязалась, правда. К Кана и Персику тем более. Ну да, вы тоже ничего. Так, ладно. Буду искать новичка. Блин, реально, у всех какие-то загоны, заботы, но я при этом ни с кем не делюсь, то, что у меня вот это, зов междумирца. Так, а получается, поболтать-то больше не с кем? Мне Дилан? А, ты уже приехал. Привет. О, здорово. Так, Ло, давай сразу к делу. Во-первых, этот зов, о котором ты говоришь, если Саймон прав, то по его логике он должен появляться только при наличии врат. А врат же нет. Ну, если верить GDH. У меня начинает складываться подозрение, что тебя в твоей родной реальности не идиоты разыскивают. Наверняка они что-то придумали. А значит, ты прав. Мы должны сделать все, что в наших силах. Что подводит меня к моему «во-вторых». Пока я ехал к тебе, перебирал в голове возможные варианты. Что же может тебя здесь держать? Ты выкрутился из всех мафиозных передряг, Санчеза устранили, его бизнес разрушен, Бренда и все передрались между собой и так, с небольшой помощью Солуса, больше о тебе не вспоминают. Со своим сознанием и воспоминаниями ты разобрался, ну, вроде как окончательно. Я тебя таким уверенным, если что, никогда не видел. А еще я думал про Шерон. Может быть, у тебя есть какой-то незакрытый гештальт с ней? Но это явно тупость какая-то, вряд ли. Получается, единственное обязательство, которое у тебя остается, твое обещание помочь мне с правами автоматонов. Понимаешь? Не-не-не-не-не, слушай, если что, мне кажется, ты можешь больше вообще об этом не переживать, правда? Мы уже во всем разобрались, я же говорил тебе. Остались только какие-то там нудные штуковины. Дальше мы правда справимся сами. Ты свободен, Ло. Так, и что мне эта информация дает? Вы сейчас в таком положении, когда все может стать либо сильно хуже, либо сильно лучше. А я обладаю таким лицом, которое может вам очень помочь. Эй, Дилан, с чего ты вообще взял, что дело в помощи тебе? Эгоистично звучит, не находишь? Может быть, меня вообще тут, не знаю, Персик удерживает? Ну не знаю, Дилан, может быть, я ошибаюсь? Может быть, я придумал себе, что меня тут что-то удерживает, чтобы просто не признавать тот факт, что без отправления мне не вернуться. Так, окей, это прикольный выбор, правда прикольный, но первое звучит супер логично. Я действительно помню, как обещал Дилану с этим разобраться, а я обладаю таким лицом, которое может вам помочь. Окей. Лицом? Ну, я сейчас как будто впервые на тебя посмотрел. Я ведь даже видел GDH, видел, что вы с ним идентичны, мы столько раз это обсуждали. Но я только сейчас действительно подумал о том, что ты бы мог выступить как Джон, не как Лолошка. Вместе с Солусом. Ой, там сейчас как раз творится ужасная неразбериха. Джей Компани дает противоречивые комментарии. Если выйдет сильный и уверенный Джон, который скажет всем, что все идет по плану, то да. Надо будет только немного тебя состарить. Все-таки ты на 20 лет пропал как-никак. А самое главное, мы можем это быстро организовать и все успеть. Сейчас, погоди-ка. Что, кому ты написал? Все, да, супер. Саймон согласен тебе в этом помочь. Едем на студию. Прямо сейчас. На студию? Какую? О, ты погляди, ну и махина. Слушай, Ло, ты вообще точно уверен, что хочешь это сделать? Если что, я не обижусь, ты и так сделал достаточно, правда? Так, Дилан, а ну, завали. Я обещал тебе. Я это делаю не ради тебя. Точнее, не только ради тебя, Дилан. Я делаю это ради всех автоматонов. И ради людей. Сделать что, Дилан? Я даже речь не придумал. Мне нужно больше времени, иначе это будет провал. Так, я делаю это не только ради тебя. Ради всех. О, чувак. Ну что ж, тогда вперед. Вперед. Если это JDN, то в целом, тогда понятно. Мировые новости. Слушай, знаешь, должен сказать, это смотрится намного эффектнее вашего хаоса. Нам наверх. Да? Из этой студии трансляция ведется на телевидении. И сразу в основные интернет-приложения. Этот медиахолдинг размерами не сильно уступает самой Джей Компани. Так, ладно. Поскольку Хэнфорд столица, их головной офис находится как раз-таки здесь. И вещание отсюда идет на всю страну. Кроме интернет-каналов и телевещания, у них есть еще и электронные издания.
ну, разной направленности. Короче, если идти куда-то и давать комментарии от имени GDH, то только сюда. О, какие люди! Как же я рад снова тебя видеть, ты не представляешь! Работать с таким замечательным личиком — одно удовольствие. Ты чё напрягся-то, чё напрягся? Здесь у меня официальная работа, я гример. Не могу же я только подпольную жизнь вести. Содержать такого красавчика, как я, вообще-то дорого. Так, над тобой я бы, честно говоря, тоже с удовольствием поработал, но мне за это не платят. Понятно. Так, ну ладно, давай, пора творить. Что? И кого ты из меня хочешь сделать? Я так понимаю, он хочет из меня старого GDH сделать, который пропал, но вернулся. Правильно, да? Так, блин, ну почему вы сразу не показываете? Дело, ну, определенно заходит. Да, я определенно превзошел сам себя. Это моя лучшая работа. Нет, даже так. Ты выглядишь прямо как Джон, каким я его помню. Только старым. Что? Ты помнишь Джона? Но А чё? Я что, по-твоему, слишком молодо выгляжу? Я был действительно совсем ребенком, когда Джон задумал свой остров, но... Пока остров строился, да и какое-то время после этого, он, знаешь ли, часто приезжал в Хэнфорд, чтобы продвигать свой товар. Ну, знаете, там встречи с инвесторами, рекламные ролики этих мешков с железом. Да. В общем, гримировать такую шишку мне на заре карьеры не давали, но подглядывать я мог. Угу. Ну, понятно. Так, ну все, мальчики и... как бы... дедушки. Бегите, у вас эфир скоро. Окей, спасибо большое. Так, в итоге как же я выгляжу? Ой, меня окружают такие классные, приятные люди, которые меня поддерживают, что... Иногда я забываю, что большинство людей самодовольные болваны, которые не хотят видеть дальше своего носа. Легко этому Бобби рассуждать про мешки с железом. Он ведь уверен, что в его окружении нет автоматонов. Ладно. В общем, мы за этим-то сюда и пришли. Открывать глаза таким, как он. Добрый день. Пожалуйста, пожалуйста, пойдемте со мной. Студия уже подготовлена. Понял. Так, только дай-ка мне разглядеть самого себя. О, господи! Вот так выглядит Джон 20 лет назад, да? Прям как Лолошка. То есть, это буквально костюм Лолошки, только перекрашенный в оранжевый цвет. Потому что мы знаем, Джон носит халат. И, по-моему, я могу ошибаться, у него наушников нет. Ну, короче, да, я Джон, и я готов стелить. Про Джон, я сразу умоляю, простите, пожалуйста. Мы не успели за такой короткий срок подготовить все по вашему райдеру. Воду из источника, который вы просили, уже не добывают, поэтому мы заменили. Кроме того, мы были вынуждены не приводить в студию живого слона, потому что... Простите, пожалуйста, меня уже уволили, не переживайте, сегодня мой последний день. Да, успокойся, девка. Я уже не тот, кем был раньше. То есть, я хотел сказать, успокойтесь, девушка. Я уже не тот, кем был раньше. Люди меняются. О, а меня так пугали. Мне такое рассказывали. Простите. Вам пора, кстати. Господи, как же Джона бояться-то? Я в шоке. Итак, стелим по полной. Я Джон, Я говорю, автоматоны круть. Живые автоматоны, самоосознанные, еще круче. Господи, сколько тут сценаристов. Ребят. Вы, блин, вообще в шоке, что ли? Он с минуты на минуту будет здесь. Температура на студии все еще на 1,5 градуса выше. Да вы хоть знаете, сколько голов полетит из-за этого? Серьезно? Вот, смотрите. Да пошел ты! Не надо мне совать сломанный градусник. Пытаться его обмануть — это еще хуже затея. Мы и так уже не смогли доставить ему сюда слона. Почему, черт побери, вас здесь до сих пор так много? Ну, прости, Джон. Остался ты без своего слона и родниковой водички. Что? Кто-то сказал Джон? Ой, так... Эй, всем! Немедленно всем лишним покинуть помещение! Это для вашей же безопасности, дурынды! Господи, как же Джон всех приучил. Ну ща мы выдадим базу, короче. Джона не стоит бояться, все нормально. Живите, живите, ребятки. А я пошел, как говорится. Трэш. Что такого ужасного может сделать один человек, что все так разбегаются от него? Джон!
Сколько лет, сколько зим! Как же я рад тебя видеть, ты совсем не изменился. Все такой же... А чё ты молчишь-то, кстати? Злишься, что твоего слона для эмоциональной поддержки не привели, да? Вообще, дураки, да, ничего нормального сделать не могут. Джон? Слушай, скоро эфир начнется. Мы уже дали анонсы везде. Я очень надеюсь, ты не передумал. Если что, ты извини, что тут это жарковато. Мы правда делаем все возможное. Успокойся, мужик, я готов. Да, конечно, проходи, Джон. Прости, что я так много болтаю, просто, знаешь, я не привык, чтобы ты, мне, наверное, стоит заткнуться и пойти уволить себя. Я все понимаю. Какого черта здесь происходит? Что? Ты что, с ума сошел? Ты тот самый выпендрежник, из-за которого все бегают как чокнутые с самого утра. Что за... Ты совсем страх потеряла? Да ты хоть знаешь, чего тебе может стоить такое высказывание? Всем нам может стоить, это же... Тихо. Знаете, я слышала, что великий GDH никогда не врет. Это правда? Какая смелая ты, погляди-ка. Не врет? Повезло, что я не он, значит. Да, я бы мог тебе ответить, но не хочу себя утруждать разговорами с уволенной телеведущей. Кем ты себя возомнил, придурок? Ты думаешь, правда компания меня уволит? Я самая успешная телеведущая новостного канала. О, Синтия, бога ради, покинь, пожалуйста, студию. И сдай пропуск на выходе. Что? Стоп, подождите, вы что, сейчас серьезно? Из-за этого нахала в солнцезащитных очках? Вы правда сейчас собираетесь меня уволить, что ли? Да это же незаконно! Нет, я останусь здесь! Синтия, я прошу тебя, не устраивай сцен и не вынуждай меня вызывать охрану. У нас слишком мало времени осталось до эфира. Мало времени. Пошла вон! Вон! Ты... Блин, ты что сейчас... И с кем же ты будешь проводить этот эфир, а? Вам не найти замену за такой короткий срок. А достойной замены мне вообще не существует. Синтия, бога ради, если ты хочешь хорошие рекомендации и выходное пособие, уйди прямо сейчас. Ну и пошли к черту. Так, ну... Слушай, Джон, ты прости ее, она из деревни просто. Там нехорошо со связью, она, знаешь, молодая, зеленая. Вовсе не обязательно портить ей будущее, правда, Джон? Успех вскружил ей голову, а такой же, с каждым может случиться. Ой, кстати, до эфира 2 минуты. Что делать-то будем? Вау, подожди, реально, я просто... Стоп, но она же не уволена, да? Я там, надеюсь, все окей? Что-то я, наверное, сболтнул лишнего. Отменим эфир. Я не хочу проводить его без соведущей. Я проведу этот эфир со своим другом. Не-не-не-не, Джон такого не скажет. Это... Не-не-не, стоп. Я должен провести этот эфир один. Вот это вот Джон. Это про него. Один. Да, конечно. Если ты считаешь, что так надо, мы так, обязательно... пока у нас есть время. Параллельно с трансляцией на всех ресурсах будет проводиться онлайн-опрос. Джон, держи этот микронаушник. Так я смогу передавать тебе, насколько успешно твое выступление. Окей. Да уж, планировалось, что с этим будет помогать ведущая, но... С таким настроем она бы только мешала. Если что, простите, нам удалось только 20 минут выкроить. Эфирную сетку так легко не поменяешь. Эй, Ло, если что, в роль Джона слишком сильно не вживайся. Нам нужно убедить людей, что автоматоны норм, а не в том, что ты GDH. Понял? В этом их явно убедит твоя внешность. Так, если что, время начинать. Время... Понял? Так, а наушник? Где мой наушник? Вставляется в ухо и удобно там сидит. Незаметен внешне. Окей? Так, все, да, надет. Куда садиться? А, сюда садиться. Фу, ну поехали. Итак, Джон, мы в эфире. Всем привет, дорогие друзья. С вами Джон Дэйви Харрис. Добро пожаловать в мой эфир. У нас с вами есть всего 20 минут, поэтому давайте проведем их максимально продуктивно. Ло, скажи, что мы запустили опрос о поддержке автоматонов. Прямо сейчас мы запустили опрос, в котором хотим узнать, что вы думаете о правах автоматонов. Совсем скоро вы увидите первые результаты на своих экранах. О, черт, плохи дела, Ло. За всего 10%. Как вы считаете, заслуживают ли автоматоны равных прав с людьми? Да, 10%, нет, 90%. Обалдеть.
И как это выруливать? Так, что у нас? Отлично! Я так рад узнать, что вы все придерживаетесь адекватной позиции. Не-не-не, так нельзя говорить. Какие же вы идиоты! Неужели вы думаете, что я мог создать что-то, что находилось бы ниже вас? Такое тоже не стоит говорить. Теперь, когда мы зафиксировали стартовые результаты, предлагаю начать наш разговор. Вот это по-деловому, вот это по-джоновскому. Итак, теперь, когда мы зафиксировали стартовые результаты, предлагаю начать наш разговор. Окей. Хорошо, давай расскажи прямо сейчас про ситуацию с Джоди. Объясни, что случилось. Как вы уже знаете, моя дорогая коллега Джоди Арист была вынуждена покинуть компанию. О, боже, какой выбор, а? И давно пора было. Эта железная бабка совсем башкой поехала, как узнала, что всегда была автоматоном. Это вообще, это полный кринж. На такое просто нельзя нажимать. Ее уволил я, потому что она слишком много о себе возомнила. Понятно, короче. Должен быть с вами честен. Это решение не принадлежало только ей. Это было совместное решение всей коллегии директоров. Ну да, нормально. Хорошо, замечательно. Ты как минимум не сделал хуже. Но надо как-то, подводить к теме. Господа, дамы, такое решение было принято на основании кризиса, который случился несколько месяцев назад. Рассказать про кризис, рассказать про ошибки Джоди, рассказать про потери компании. Рассказать про кризис, я так понимаю, про остров, да? J Company совершила большую ошибку, выбрав своей стратегией сокрытие информации о произошедшем на острове. Эксперимент, который там проводился, заключался в том, чтобы автоматоны не знали, что они являются автоматонами. То есть, эксперимент в том, чтобы автоматоны считали себя людьми, такими же, как и мы с вами. Мой коллега и текущий исполняющий обязанности гендиректора компании Саймон Солус уже рассказывал об этом на гораздо менее масштабном событии, из-за чего его слова быстро обросли слухами и недоверием. Отсутствие официального комментария со стороны J Company – одна из причин увольнения Джоди Арист. Поэтому я здесь. Автоматоны на острове все же узнали, кем они являются, что привело к критическому перегреву их систем. Да. Представьте себе ситуацию, что вам сейчас скажут, что вы роботы, а ваша жизнь... тщательно или не очень прописанный сценарий. Знаете ли, обычная выдумка. Это была ошибка с нашей стороны. Автоматоны не должны были получать этой информации. Но именно этот сбой привел к тому, что некоторые из них смогли получить то, что наши сотрудники сейчас называют осознанностью. Так, Ло, супер, 15%. Стало чуть получше. Продолжай. Так, понял. Углубиться в теоретические объяснения осознанности. Нет, мы сейчас должны быть популистами. Рассказать о EFC и использовании автоматонов как оружие. Вот это, скорее всего, я бы смог открыть, если бы в моменте, когда у меня было много выбора, я не нажал выпрыгнуть в окно. Да, скорее всего, если бы я там напал на EFC, то что-то в этом духе я бы открыл. Рассказать об автоматонах настоящего Хэнфорта. Ну, нормально. Вы много протестуете против автоматонов в Хэнфорте, да и во всей стране, потому что боитесь, что автоматоны займут ваши рабочие места. Ведь они могут выполнять работу лучше вас, но при этом они еще и не будут ныть. А знаете почему? Потому что автоматоны Хэнфорта не обладают осознанностью. Ни один осознанный автоматон не согласится работать на плохих условиях. Они скорее встанут рядом с вами бороться за хорошие условия труда. Многое для них еще непонятно. Им сложно найти себя в этом мире. Но вы можете помочь им. И тогда они помогут вам. О, супер, Ло. Отличный результат. Я отслеживаю основные каналы комментариев. Там такие споры, просто жесть. В одном из таких каналов Тим с Рокси впрягаются за нас, как настоящие мастера. Чел, с тобой что-то не то происходит. Стоп. Эй, посмотри на свое тело. Чувак, поторопись. Стоп, подожди, а что реально с моим телом? Ну вот и все, справились даже быстрее. Всем пока. Сейчас я хочу высказать свою позицию. Давайте еще раз обсудим все, что случилось на острове. Важно, чтобы у каждого было понимание. Времени нет, я выскажу свою позицию. Сейчас я хочу высказать свою позицию. Как человек, который был идейным вдохновителем, разработчиком и непосредственным создателем автоматонов, могу сказать, что технология искусственного интеллекта, вшитая в автоматонов, действительно позволяет обретать им самосознание. Подумайте сами. Человек проходит жизненный путь от рождения до смерти через обучение. Каждую секунду мы чему-то учимся, а что-то уже заложено в нас родителями и окружением. С автоматонами примерно так же. Да, у них есть заложенный изначально код, но он работает примерно как ДНК человека. Именно через машинное обучение автоматон изучает этот мир, набирается своего опыта и становится полноценной личностью.
Мы все привыкли исходить из предпосылки, что роботы и люди отличаются именно из-за состава своих тел. Ведь у нас мозг, а у них центральный процессор. Но на самом деле люди и автоматоны познают этот мир одинаково. И одинаково, слушайте внимательно, заслуживают свое место в нем. О, чувак, хорош. Тебе удалось переубедить 2/3. Этого хватит. Заканчивай эфир. Так, ща, Дилан. Господи, почему я все сильнее и сильнее мигаю? Ты погляди на это! Спасибо, что присоединились к моему крутому эфиру. Пока. Не, так нельзя. Люди просто в недоумении будут. Типа, он просто сказал пока и ушел. Не, нельзя. Последнее, что я хотел бы обсудить, это возникшую вокруг моей личности секту. Да, вот именно последнее, что я хотел бы обсудить. Получается, фанатиков GDH. Давайте поговорим о положительном влиянии автоматонов на демографию. О, не. Так, да, про секту. Что? Ло, зачем? Зачем? Многие из вас после речи моего друга и автоматона Дилана возомнили, будто я какой-то бог. Что я создал более совершенную форму жизни. Отчасти свидетели GDH были правы. Моя работа действительно превосходит по сложности все, что было создано человечеством. Однако, меня все-таки нельзя называть богом. Я обычный человек, как и все. Ло, что ты делаешь? Твоя ложная скромность нам все портит. Чего ты вообще начал об этом болтать? Зачем? Постарайся сказать что-то воодушевляющее, не знаю, и просто сворачивайся, заканчивай эфир. Твое странное мигание скоро станет заметно на камере. Прости, я думал, что так и надо. Всем удачи, всем пока. Но это очень отвратительно, так нельзя. Я знаю, что я совсем не тот человек, которому стоит говорить такое, но давайте быть добрее к себе и к окружающим. Если я что-то и усвоил за время существования компании, так это то, что это действительно важно. Быть добрее к себе и к окружающим. Слушайте, я хочу это нажать. В общем, не слушайте, что я тут сейчас наговорил. Вообще никогда никого не слушайте. Вы точно знаете, как лучше. Вам не нужно чужое мнение. Я думаю, что нужно нажать вот это. Давайте быть добрее. Стоп, снято. О, правда? О, смотри, 75%. Да, хорошо. Я прям как знал, что нельзя тупо заканчивать. Чувак, ты не представляешь себе, как я сейчас счастлив. Ты добился такого результата одним только своим выступлением. Твое лицо действительно оказало нам невероятную услугу. Хе-хе-хе. Только вот интересно, как бы на все это отреагировал сам GDH? Так, кстати, ты вообще видел, что с тобой происходит? Сходи и умойся. Приведи себя в нормальный вид. Я пока здесь подожду. Окей. Подожди, а что в итоге со мной происходит? Я реально мигаю как черт! Так, это получается зов Междумирца. Здесь ничего такого. Так, умыться, окей. Ой. Ой! Я понял, надо все смыть. Краску смыть. Так, ладно, походу мне действительно нужно было просто умыться, а не постирать одежду, потому что это даже звучит тупо. Так, допустим, я вот так сделаю. Допустим, вот так. Эй, Ло, слушай, ты что-то все сильнее мигаешь. Прости, я не знаю, может быть, у вас, мироходцев, такое норма, но это выглядит прям очень странно. Дилан, это зов. Я чувствую, что у меня осталось совсем мало времени. Меня тянет куда-то. Но знаешь, зов, он как будто ослабевает. Пространства сдвигаются. И что нам делать? Я не знаю, Дилан. Я не хочу уходить. Я не готов вас потерять. Ничего, моя работа здесь окончена. Прощай, Дилан. Я должен попрощаться с Ричардом. Да, давай, я попрощаюсь с Ричардом. О, понял, сейчас. Так, мы успеем. Давай, побежали. Черт! Бежим! Ой, как много людей! Я расставил! Идите в жопу все! Смотри, куда прешь! В жопу мы успеем! Кыш! Да что ж вы все такие злые? А чё так резко? О, боже! Ричард! О, друзья, блин. О, вы так бежали. Вы что, бежали, чтобы Ло попрощался со мной? О, спасибо, но... Ло... Блин, ты чё, правда уходишь, что ли? Прости, Ричард, мне пора. Чувак, прошу тебя, пообещай, что не забудешь нас. Пообещай, что ты больше не забудешь. Никогда, обещаю. Я все понял, теперь я знаю, кто я. И я никогда вас больше не забуду. О, и мы никогда тебя не забудем, Ло. Никогда. Оу, щищ! Друзья, прощайте!
Господи, что происходит? Что происходит? О! Так. Обалдеть. Подожди, ну этому всему есть какое-то логическое объяснение? Черт возьми. Это же Рая! Я как Лолошка не помню. Я хочу объяснений. А что? А как у меня 0 каких-то нормальных слов об этом. Типа, я ничего не понял, но, я так понимаю, будет какое-то объяснение. Рая Прайм! Рая Прайм! Что? Это вообще не тот человек, которого я ожидал здесь увидеть. О, Лолошка, я поверить не могу. У нас правда получилось. У нас получилось. Должна сказать, это не было удачей. Это было точным расчетом и совместной работой. Рая, конечно, права, но я больше согласен с Акетрой. Ха. Да уж, поверить не могу, что тебе действительно удалось это сделать. О, да, конечно. Это ведь все из-за тебя. Ты сделал все, чтобы я не смог оттуда выбраться. Но, очевидно же, не все. Стоп. О чем сейчас говорит Лолошка, Джон? Есть что-то еще, что мы должны знать о твоих действиях? Нет, абсолютно ничего. Джон, быстро! Ну, а что? Что такое? Вы жалкие смертные. И ты, Пернатик, может быть и не смертный, но все-таки жалкий. Ой, вы ничего не должны знать. Так вот, а я вам ничего не должен. Но, наверное, вы бы очень преисполнились уважением ко мне, если бы знали, что я разрушил схождение в своей реальности. Что? А? Но ты же говорил, что это невозможно. Эти слова даже подтвердил смотрящий. Ну вот как-то так. Эй, Джон, но ты же вроде как гордишься тем, что никогда не врешь. Что? А ты откуда знаешь? Не вру, честное слово, не вру. Ой, что же вам нужно сказать? Разрушить схождение действительно невозможно. Потому что оно больше, чем просто пространство. Ох, болтун, ты это уже говорил. Причем столько раз, что даже мне успел надоесть. Ой, как же... Я вас не понимаю. Вы спрашиваете одно и то же, а потом ноете, что получаете те же ответы. Эй, Джон, ты должен мне серьезный разговор. Что? Сейчас, Джон. Ух ты. Лолошка, ты сильно изменился.
Нет, Акетра, я остался тем же. Просто теперь я знаю, каким. Чего? Нет, Лолошка, ты уж прости, но даже в 1000 моих глаз ты выглядишь другим. Джон? Что вы накинулись на парня-то? Ну вы посмотрите, он же только что из другой реальности вернулся. Таких вообще принято заставлять надевать маски и сажать на карантин. Например, вот так. Понял? Или погоди, правда не понял? В вашей реальности не было глобальной пандемии? Простите, если честно, я думала, что первое, что мы сделаем после встречи, поболтаем все вместе. Да, я согласна. Лолошка, нам столько всего нужно обсудить. И столько вкусного еще предстоит съесть. Я изобрела идеальные формулы еды. Я вам рассказывала? Да, я бы не стал называть их идеальными. Ведь их придумал не я. О, господи. Я сделаю все возможное, чтобы только заткнуть этого болвана хотя бы на полчаса. Ну ладно, значит большому застолью быть. Да? И где это? Что? А я не могу встать! Я воссоздала твою деревню, Лолошка. Я понимаю, что ты, скорее всего, ее не помнишь. Но мне хотелось, чтобы ты хотя бы на подсознательном уровне почувствовал себя дома. Да, Рая, спасибо большое. Многие воспоминания мне действительно недоступны, и я сомневаюсь, что я смогу их себе вернуть, но мне правда очень приятно, что ты пошла на такое ради меня. Только расскажите мне, а как вам все-таки удалось меня вытащить без отправления? Теперь, когда ты объяснил, что отправления не было с твоей стороны, все становится куда понятнее. Да, Джон? Что опять? Да, что же я могу вам сказать-то? Я вам нигде не наврал. Просто рассказывал не все. Я считаю огромным технологическим успехом то, что нам даже без полной информации удалось построить портал в другую реальность. Стоп, что? А мне казалось, это я все сделал, пока вы трясли своими синеволосыми головами. Редуцировать нас до цвета волос? Как оригинально. Ребята, давайте так. Теперь, когда Лолошка наконец здесь, у нас уже нет ни причин, ни времени распыляться на бессмысленные ссоры. Лолошка, наполняй свое бренное тело едой. Тебе понадобятся силы. Окей, но как вам удалось меня вытащить? Как вы вообще оказались здесь все вместе? Скажите уже наконец! О, это я позвала. Ты, видимо, не помнишь, но прямо перед своим уходом из Алатерры ты спросил Джодаха об одном очень конкретном сообщении. Так, да, было такое. Тогда я не особо придала этому значения, но очень удивилась, что такая глупость держала тебя в нашем мире. Да, я тоже это помню. В какой-то момент я снова о нем вспомнила и взялась за дешифровку. Я изобрела некоторые способы восстановления данных по цифровым следам. Это было мое развлечение на долгие скучные вечера с Келхуном. Да, он недавно вернулся из... Рая, не стоит этого говорить. О чем вы? Ну ладно. Да, точно. В общем, Келхун остался таким же занудой, которому для всего нужны правила. Но такая собранность мне даже нравится. Это помогло мне дойти до результата. Ты представить себе не можешь, какой коктейль эмоций я испытала, когда поняла, что сообщение, которое пришло тебе столько лет назад, было отправлено тобой же. А к тому моменту, как я нашла способ связаться с Джодахом, оказалось, что он уже... Дальше я сам. Искал же дичь, который улепетывал от меня по всем возможным и невозможным мирам. Я впечатлен силой твоей искры, Джон. Должен это признать. Такую сильную способность я до этого видел только у лучшей версии тебя. Ой-ой-ой-ой, посмотрите на него. Впечатлен он. К твоему сведению, это вообще-то не комплимент. Что? Ты не гордишься тем, что у тебя сильная искра? Акетра, я понимаю, что с твоей пародией на ОМП это кажется невероятным, но... Это как если бы ты гордилась тем, что у тебя 2 глаза. И уж тем более, ни Лолошка, ни ты, никто из нас о таком подарке не просил. Вы когда-нибудь вообще задумывались о том, что ОМП может быть на самом деле не органом? Не органом? Иногда я забываю, что ты сумасшедший, Джон. Видимо, я слишком привык к тебе. Нет, я гений, не сумасшедший. Так, что это значит?
Это сейчас будет какой-то супер важный спич? Но неужели вы правда не находите странным, что в каждой реальности люди или другие расы по итогу приходят к концепции особой тюрьмы, созданной специально для мироходцев? Что? В каждой реальности? Но мы пока что знаем только про 2. И в одной из них эту тюрьму создал ты. Это правда. Но в обеих Лолошка ее разрушил. Стоп, подожди. То есть ты хочешь сказать, что ведомнее, про которую говорил Междумирец, и остров... Хорош. Странно, что ты говоришь о себе в третьем лице, но да. Что? О каком третьем лице? Не говори, что я Междумирец. Нет, ты не можешь это говорить. Я несколько десятков серий об этом думал. Ты не можешь сейчас это подтвердить. Сейчас я говорю, что островной Хэнфорд — это полный аналог ведомнии. Иронично вышло, что ваша сумасшедшая бабка-создательница в итоге передумала и погибла. А бабка, которую создал я, не передумала, не погибла, но, видимо, сгинет бесславно. Не стоит так говорить о Фарагонде, Джон. Тем более, что ты подразумеваешь явно другой таймлайн. Точно. Настоящий правильный таймлайн, где Лолошка сделал правильный выбор. Эй, Джон, ты забываешь, что я уже не тот, кого ты закинул в портал отправления. Хотел ты этого или нет, но теперь я точно знаю, кто я, и тебя уже не выйдет меня запутать. Или уж тем более запугать. Не выйдет, значит? Как заговорили. Ну так это же здорово, Симпапусик. Потому что нас с тобой ждет такое приключение, в котором даже я не уверен, что смогу не запутаться. Здорово, что ты нашел путь назад. Ведь это означает, что ты готов помочь мне. О, нет, стоп. Только не говори мне, что это опять был изначально какой-то твой план. Нет, конечно, ни в коем случае. Я рассчитывал, что ты окажешься навсегда запертым на острове. И даже когда ты выбрался, я не планировал твоего возвращения, честное слово. Ты же не думал, что я внедрился в твои сны, чтобы сунуть тебе меч? Потом потратил кучу времени на изучение Мисра, чтобы написать одну увлекательную книжку, которую ты даже не соизволил прочитать? Расписал подробнейшую инструкцию о том, как открыть портал, все подгадал, подстроил, исключительно для того, чтобы сбежать из своей реальности. Ты правда так думаешь? Да... Так, ладно, здесь даже я запутался. О чем ты говоришь, Джон? Не понимаешь? А вот твой маленький друг, кажется, догадывается. Число 993 тебе о чем-нибудь говорит? Да, я считаю его своим счастливым. Счастливым? Вот как. Ну тогда скажи мне, счастливчик, много ли ты сталкивался с этим числом в моей реальности? Нет, ни разу. Я вообще не могу сейчас ничего такого вспомнить. О, вот это да! Интересно, с чем же это связано? О, Джон! Хватит с нас твоих загадок! Говори нормально! Что? Ладно, ты не видел, но я закатил глаза. Слушай, Лолошка, я понимаю, давно дело было, да и в этом случае это скорее неправда. Но помнишь, было такое заклинание? Как же его? Генсеко, просеко... Ну, в общем, вспоминай. Что произошло? Нет, стоп! Это же невозможно! На нем скинтонитовый браслет! Это правда невозможно. Простите, но кажется, я должен... Консека. Так. Вкусненько. Не переживай, мы здесь одни. Да? Откуда тогда этот шейк? А что, тоже захотелось? Ой, да ладно, тебе сам сделал, пока ты там копался. Вопрос. Откуда ты знаешь заклинание Консека? Мне казалось, его Фарагонда придумала. Стоп. То есть ты смог частично разблокировать и старые воспоминания? Хорошо. Да, в вашей реальности это заклинание действительно так и не было изобретено. Ведь вы с Джодахом не дали Фарагонде повода его придумать. Ха. Но ты его только что использовал, так что формально автор этого заклинания ты, Лолошка. Давай буду серьезен. Лолошка, у меня для тебя предложение неслыханной щедрости. Ты некоторое время притворялся мной и, можно сказать, пожил в моей шкуре.
Поэтому я очень надеюсь, что ты оценишь это предложение по достоинству. Уф, уж боюсь себе представить, что это может быть после слона в райдере. Это для моего успокоения. Люблю гладить слонов и чесать им за ухом перед эфиром. В общем, немножко переборщил с клубничным сиропом. Давай так. Мое предложение. Серьезный разговор. Это будет действительно серьезный разговор. Я узнал кое-что, чего не должен был знать. И, честно признаться, я бы предпочел и дальше находиться в неведении. Но когда что-то узнал, забыть очень сложно. Не тебе, может быть, но мне так точно. Поэтому мы должны что-то сделать с этим. В своей реальности я занимался изучением механизма работы искры. Я хотел, чтобы один очень близкий мне человек мог путешествовать по мирам со мной. О, я понял. Он про сестру свою говорит. Я забросил эту затею, как только узнал, что... короче. Знаешь, меня всегда парило, почему мироходцы считаются отдельной расой, при том, что мироходец сам по себе может быть любой расы. Люди, гоблины, русалочки, нактиры, кентавры, оборотни, даже герлскауты. Почему нас всех определяют в одну расу? Хотя на самом деле мы все разные. И как же так вышло, что междумирцы и мироходцы оказались связаны? Вот ты, например, что об этом думаешь? Я... ну я так скажу, вообще последние полчаса я ничего не понимаю, я как бы так... Пытаюсь, но мне сложно. Почему ты задаешь мне этот вопрос? Ты хочешь сказать, что искра это не что-то, что дается с рождения? Расскажи мне все, что ты знаешь про междумирцев, и хватит твоих загадок. Так, ладно, вот это очень хороший вопрос, который я бы, честно, даже хотел задать, потому что как будто он на это намекает. Ты хочешь сказать, что искра это не что-то, что дается с рождением? О, да! Наконец-то хоть кто-то об этом задумался. Именно! Точнее, конечно, вспышка появляется у человека с рождением, но это не орган. Это паразит, Лололошка. И что-то мне подсказывает, что эти паразиты расползлись по всем реальностям. Вспышка — это не дар, не волшебство и даже не орган. Вспышка — это болезнь. И у любой болезни есть нулевой пациент. Только вот наш носит немного другой номер. Угадаешь, какой? 993? Именно, Лололошка. Я знаю способ, как докопаться до истины. В прямом смысле докопаться. Ты со мной? Да, это очень интересно. Реально узнать про искру более подробно? Это же... Стоп, вы хотите сказать, что весь последующий сезон, он будет про это, про супер глобальщину? Вау, у меня аж мурашки пошли. Ни за что, я же не идиот. Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? Да без проблем. Звучит вообще не опасно. Это как за кофе сходить. Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? Я никогда не вру, Лололошка. В этом ты можешь быть уверен. И как я уже сказал тебе, сейчас у нас серьезный разговор. Ты можешь вернуться к своим друзьям и, вероятно, провести остаток своих дней в счастливом неведении. Эта закусочная лишь иногда будет сниться тебе в тревожных снах. А можешь отправиться непонятно куда со своим гениальным альтер-эго и, наконец-то, по-настоящему узнать, кто ты такой. Ну, вот как-то так. Давай, выбирай прямо сейчас. Ждать долго я не намерен. Ну да, действительно. Друзья и спокойствие или чокнутый придурок, который хотел упрятать меня в золотую клетку. Мне понадобится больше информации, чтобы принять решение. Джон, я уже все давно узнал про себя, что должен был. Я Лололошка. Ну, в данном контексте это звучит как-то на самом деле по-детски. Я пойду с тобой, но только потому, что это моя реальность, и я не дам тебе ее разрушить. Нет, Джон не про это говорит, он вообще не про разрушение. То есть, подожди, получается, нулевой пациент появился в реальности под номером 993. Так, а погоди, это же моя реальность. Подожди, то есть я нулевой пациент? Я не понимаю, он же не намекает про меня? Он не говорит про меня? Нет, нулевой пациент не я. Короче, мне нужно больше информации. Ну ты серьезно? Ты что, издеваешься надо мной? Какая еще информация тебе нужна?
Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что это будет супер опасно для жизни? Что есть шанс, что ты никогда не увидишь своих друзей, которых ты только что обрел? Ну вот, сказал. Как будто бы без этих слов ты об этом не догадывался. Ай, какой же ты... Ой, так-то проще. Ну, я понятия не имею, что нас ждет. Решай давай. Я знаю, как туда попасть, но я не знаю, что там. Это место настолько древнее, что про него нет ни одного упоминания ни в моей реальности, ни даже в твоей. Кстати, прикольно сказал. Ну так что, я заинтриговал тебя? Не, хватит с меня. Я останусь с друзьями. Заинтриговал, но что это все-таки за место? Я смог выбраться из другой реальности. Ладно, я пойду с тобой. Но если что-то будет не так, я просто уйду. Это хороший выбор, да. Ну, знаешь, сомневаюсь, что у тебя получится. Но все же рад, что ты согласился. Ах, какой же я классный. Так, кстати, забыл предупредить. Будет немного больно. Постарайся не умереть. Что? Какого... А! Какого черта? Ой, бога ради, бога ради, бога ради! Ни хрена себе, у него явно какие-то хорошие задатки пустотной магии. Зеленый свет — это, если что, реально пустотная магия, я помню это. Пустотная магия — это один из самых редких видов магии, и Лолошка явно не помнит, как этим пользоваться, хотя он умеет, я точно это помню. Помню, что умеет. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Оно буквально разжижает все, что видит на своем пути. Обалдеть. Так. Эй, приветики. Что это такое? Бона мать. Лолошка, не дай ему проглотить себя. Вперед! Боже, что же нас ждет? Что ж, дамы и господа, вот и подошла к концу наша история. История под названием «Последняя реальность». История, которая действительно поражает своими масштабами. Просто задумайтесь, на секундочку. Мы только что посмотрели полноценный сериал, который реализован в Майнкрафте. В Майнкрафте, ребят, команда людей, которые просто хотят привнести что-то новое. Командой, которые горят идеей. Это невозможно! И я не про то, что кто-то может гореть идеей, а про то, что это все в Майнкрафте. Такое ощущение, что если бы каждому из нас лет 5 назад кто-то сказал о том, что возможно создать такие масштабы во всеми нами любимой кубической игре, то никто бы в это в жизни не поверил. А тут это все наяву! Мы это уже смотрим! Мы видим, как это все развивается с 2021 года, когда появился первый сюжетный сезон. Новое поколение. Если сейчас запустить этот сезон и сравнить его вот так вот рядом поставить, это такая небо и земля. Вообще что-то невероятное. Но даже оттуда, из того сезона, иногда подтягиваются некоторые лорные моменты. Ого! Финал, как и всегда, оставляет за собой достаточно большую пищу для размышлений. Как обычно, в первую секунду что-то кажется непонятным, что-то таким ошеломляющим, невероятным и местами даже, кстати, нелогичным. А по факту через время мы вернемся и скажем: «А, так вот оно для чего было». Или что-то в духе: «Обалдеть, это было продумано так давно?» Не, ну честно, я верю, что так и будет. Мне безумно понравился этот сезон, правда. Я еще серии 50 назад сказал, что уже считаю все это каким-то
неестественно невозможным, как будто сезон создавали полубоги. Механики, все вот эти машины, магазинчики, взаимоотношения с персонажами, куча других деталей, которые мы наверняка даже близко не увидели. Снять все это невозможно. Серии у этого сезона и так были длиннее, чем там 2-3 сезона назад, уже в 2 раза. Раньше, понимаете, серия могла длиться 18 минут, и многие думали: «Воу, 18 минут, такая долгая серия». Сейчас 18 минут, это как будто... Что за кусок, огрызок? Невероятно, правда. Даже, знаете, удивительно, как мы, зрители, я же тоже, если что, зритель, начали относиться к подобному масштабу с какой-то, не знаю, привычкой, что ли. Мне, по правде говоря, хочется, чтобы многие из нас, хотя какой-то многие, все, не забывали, что происходящее на экране — заслуга людей, не роботов, не автоматонов, которые не могут ошибаться. Это заслуга тех, кто постоянно пытается в первую очередь прыгнуть выше своей головы. Друзья, давайте просто ценить это. Все мы люди. Я хочу лично поблагодарить нашу команду Storytelling Team, которая смогла и не побоялась реализовать такой масштабный проект. Спасибо сценаристам, программистам, художникам, строителям, тестерам, монтажерам, звукорежиссерам, переводчикам субтитров и, получается, мне за столь крутую слаженную работу. Я правда рад, что со всеми вами знаком. А начиная с 2024 года я еще и с вами в большинстве вживую знаком. Вот это круто! Большое спасибо вам, зрители, что верили в сезон, смотрели его до конца, не забывали оценивать, подписываться, чтобы дальше не пропустить следующие сезоны. И, конечно же, спасибо за ваши фанатские работы. Этот сезон был супер богат на ваши видео на ютубе, рисунки в пабликах, другие фанатские работы. Мы всей командой это замечали, и это очень подогревало нашу мотивацию делать круче. Что будет уже в следующем сезоне, мне вообще тяжело представить, но нас реально сожрал монстр? Монстр, который появился из пустоты и пустотной магии GDH. Окей. Мне на самом деле очень понравилось, каким планомерным сделали финал в этом сезоне. То есть нас начали подготавливать, начиная с того, что до этого ни разу не реализовывали, закрытием сюжетных арок. Вот это отдельный поклон. Вот прям круто. Супер, 10 из 10. Мне понравилось за этим наблюдать и просто самому в голове даже строить теории. Не как зрителя, а вот, игроку. Очень надеюсь, что все вы, зрители, уже подписались на канал, и вы ждете следующий сезон. Да, следующий сезон само собой будет. Ждите его уже 100% в этом году. А вот когда именно... Хе-хе-хе. Ну, может быть, где-то в телеграм-канале, может быть, спойлеры и будут. Да. Еще раз, большущее вам спасибо за поддержку. Спасибо, что были с нами и остаетесь с нами. А на этом действительно сезон подходит к концу. И я в последний раз говорю. Если вы здесь впервые, ребят, то вы можете позвать друзей. А с вами были Лолошка и сезон «Последняя реальность». Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.